Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте еще раз поговорим о стригущем лишае, о том, как избежать заражения самому и, самое главное, как обезопасить ребенка от данного заболевания. Дети очень подвержены этому заболеванию. Наверное, каждая мама, которая в жизни не видела, что такое стригущий лишай, но многократно наслышана о нем и уже интуитивно понимает, что это заболевание очень опасно для детей и всячески старается оградить от него своего ребенка. Не разрешает своему ребенку прикасаться к чужим животным на улице, боится дома заводить котенка или щенка, пока дети еще очень маленькие, хотя дети очень хотят иметь домашних животных. Котика или собачку. Действительно, стригущий лишай – это очень опасное заболевание, которым болеют и животные, и люди. Особенно от стригущего лишая страдают дети, у которых пониженный иммунитет. Максимальный риск заражения данным заболеванием – лето и начало осени. У детей, кроме пониженного иммунитета, риск заболеть стригущим лишаем больше еще и по причине тонкости кожи и незащищенности волос органическими кислотами. Болеют все дети, но чаще всего к болезни восприимчивы дети от 5 до 16 лет. Итак, что такое лишай? Это заразное заболевание, которое вызывается грибками, микроспором и трихофитом. Самый узнаваемый признак того, что кошка или кот заражены стригущим лишаем, является наличие круглых пятен грубой чешуйчатой кожи с красным контуром и сломанных волосков или залысин. Поэтому эта болезнь и называется стригущий лишай. Волосы как будто бы выстрижены. Они наиболее часто встречаются на голове, затем на конечностях и на хвосте. Однако затронуты могут быть любые части тела. Поражения могут варьироваться от небольшого, едва заметного пятнышка до обширной проплешины. Пораженные участки вызывают зуд, заставляющий кошек и котов тереть лапой, лизать языком инфицированное место. Но что самое опасное, так это то, что до 20% кошек и котов являются бессимптомными носителями. Это означает, что они несут грибок, но не проявляют никаких признаков заболевания. Как обезопасить ребенка и себя от такой напасти? Правила достаточно просты. Первое. Не позволяйте ребенку прикасаться к бродячим животным, которых он встречает на улице. Надо воспитывать в ребенке эту привычку. По приходу домой надо обязательно мыть руки с мылом. Если вы гуляете с маленьким ребенком в коляске, то всегда смотрите, чтобы в коляску неожиданно не заскочил котенок. Достаточно нескольких секунд пребывания котенка, пораженного в коляске, чтобы возник риск заражения ребенка. Второе. Контролируйте иммунитет ребенка. Помните, что болеют дети, как правило, с пониженным иммунитетом. И третье. Если у вас есть дома домашние животные, кот или собака, которые гуляют на улице, где есть возможность контакта с бездомными животными, то в этом случае риск возникновения заболевания очень сильно возрастает. Ведь они могут занести споры грибов на лапах, на шерсти. Этого достаточно, чтобы заразиться. Следует отметить, что споры грибов микроспором сохраняются во внешней среде, если не проводить дезинфекцию, до 1,5 лет. Это очень много. Поэтому в таких случаях, если у вас есть домашние животные, то надо оградить их от контакта с маленькими детьми. То есть в комнату, где есть ребенок, собака или кот, гуляющие на улице, заходить не должны. И везде регулярно надо делать влажную уборку с каким-то дезинфектантом, уничтожающим споры грибов. Ведь споры очень живучи во внешней среде. Как я уже сказал, они до 1,5 лет сохраняют свою патогенную активность. Если у вас домашняя кошка, которая не гуляет на улице, и она полностью здорова, то тогда контакт ребенка возможен с ним. Но влажную уборку все равно надо делать обязательно. Хотя в принципе влажную уборку надо делать обязательно и независимо от того, есть у вас кот или нет. Обращаю ваше внимание на то, что стригущим лишаем болеют коты и дети с пониженным иммунитетом. Если у ребенка нормальный иммунитет, то даже контакт с больным животным может закончиться без всяких последствий. Пониженный иммунитет – это одно из самых главных условий возникновения стригущего лишая у детей. Да, еще момент. Если у вас возникло подозрение, что ваш ребенок заразился лишаем,
то не спешите заниматься самолечением. Народных средств действительно очень много, но самолечение – вещь непредсказуемая. Можно потерять время и перезаразить всю семью. Или болезнь перейдет в другую стадию, с кожного покрова на более глубокие слои. И тогда мало того, что лечение болезни затянется на неопределенный срок, так еще и пораженные участки могут зарубцеваться, и на том месте потом никогда не вырастут волосы. Поэтому лучше не рискуйте, покажитесь дерматологу. Как видим, меры предосторожности по предупреждению возникновения данного заболевания у детей не такие уже и сложные. Самое главное – не забывать о них. Это соблюдение мер гигиены и забота о иммунитете ребенка. И тогда данное заболевание, хоть и опасное, но будет чем-то далеким от вас, и с чем вам никогда не придется столкнуться. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!